Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Ну что, порукоделим немного? Да-да, остатки былой роскоши. Но уж очень хороший зеленый цвет. Это я из обрезков, которые для пиццы откладывала, спасла. Самое главное при выбросе хлама – это не начать его рассматривать. Но мне хватит этих кусочков. Ткань синтетика, она плавится. Очень аккуратно обработаем края, чтобы нитки не сыпались. Заметьте, ткань я подношу к боковой части пламени. Если подносить сверху, то ткань сгорит и закоптится. А мне надо придать форму этим кусочкам, небольшую волнистость. Придерживаю с одной стороны пинцетом, а с другой пальцами вытягиваю край. Из бордовой ткани выкроем прямоугольник примерно 10 на 20 сантиметров. Я не даю точные размеры, потому что вы будете смотреть сами по своей задумке. Из светло-желтой ткани выкроем квадрат. Еще понадобится две детали из флиса бежево-коричневого цвета. Их размер тоже будете брать, ориентируясь на свои материалы. На швейной машинке шьем совсем немного. Один шов на бордовой ткани, 2 шва на желтой. Это квадрат сложим пополам, прошьем короткие стороны. На бежево-коричневой детали нарисуем водорастворимым маркером и прошьем просто контур. 3 полукруга. Потом на эту деталь наложим вспомогательную ткань нейтрального цвета и кусочек синтепона. Проложим по краю строчку, оставив отверстие для выворачивания. Срежем углы и вывернем детали. Вывернем деталь из бордовой ткани. Соберем мелкими стежками один край на иголку с ниткой. Хорошо прошьем, подтянем и закрепим его. После этого набьем обрезками синтепона. Также стянем и плотно зашьем и другой конец этой сосиски. Если надо что-то поправить, то втыкаем иголочку, подтягиваем, расправляем наполнитель, придаем форму. После этого слегка опаливаем открытые срезы над огнем и прижимаем концами ножниц. Вот-вот, наш ответ на извечный шекспировский вопрос «быть или не быть?» Эх, твою мать, была не была! Из желтого квадрата у нас получилось 2 симпатичных кусочка. Их выворачиваем и расправляем. А теперь возьмем нашу основу и обошьем ее кусочком флиса. В качестве основы я взяла уже готовый школьный пенал. По краю этот пенал обшит тесьмой. Это очень удобно. Все хорошо прошивается. А теперь приступаем к декорированию. Уложим наши зеленые заготовки, листочки салата. Закрепим их иголкой с ниткой. Сразу же добавим еще и желтые кусочки сыра. Кстати, цвет ткани удивительно совпал с цветом настоящего сыра. Специально, не поленилась, дошла до холодильника. Готовим дальше наш сэндвич, хот-дог с сосиской. Или, скорее, это колбаска, очень сочная и вкусная. Ой, господи, дай мне силы закончить эту работу. Аж слюнки потекли. Также закрепим сосиску, пришьем ее крепко. Сами понимаете, будет много желающих проверить вашу вкуснятину на крепость, шаловливые пальчики. И не только детские. Поэтому шейте крепче. А теперь закроем наш бутерброд вторым кусочком хлеба. Сначала пришьем его с дальней стороны незаметным швом, а потом несколькими стежками пришьем булку к сосиске. Ну как вам? Я думаю, что любой школьник
очень обрадуются такому пеналу. Дети ведь любят такие необычные вещи. Моя хорошая знакомая, совсем молоденькая девчонка, 2 года проработала во вьетнамской школе учителем английского языка. Знаете, как там учителя наводят порядок в классе? Если дети не слушают, то учитель берет большую палку и начинает колотить ею по столу. Да, за тысячелетнюю историю развития человечества педагогика так и не смогла придумать ничего нового. Самый лучший способ воспитания – большая палка. А мы будем действовать методом кнута и пряника. Пряник готов. Конечно, не знаю, как насчет дисциплины, но в школу с таким пеналом идти прикольно. Да и на работу тоже. А рукодельницам можно хранить карандаши, маркеры, крючки, распарыватели, портновский метр, булавки, наперстки. Так, стоп. Кому это я хотела такой пенал подарить? Ну уж нет, самой нужен. Кстати, пойду-ка я пообедаю. А вы подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!